Что, ребят, всем доброго, прекрасного тайского дня. Мы с вами в Таиланде, в Пхукет. Мы сегодня приехали в храм, называется Чалонг. 475 бат. И на такси мы доехали до сюда. Так, сегодня будет не только храм, очень много всего интересного. Вообще подписывайтесь, в плейлист заходите. Там у нас прям серия видеороликов с этой поездки. Ну, кстати, не только с этой, еще и Дубай, там, Турция, мы там жили. Тоже про жизнь можете посмотреть. Очень много всего интересного, полезного. Как расплачиваться, такие места посетить. Есть очень интересные бесплатные места. И очень классный вообще шедевр. Вчерашнее видео, кто смотрел. Так, ребята, главная рекомендация от меня — это обязательно мажьтесь полтинником, носите кепки. Потому что можно не находиться на солнце, в принципе, и сгореть все равно. То есть где-то ты чуть-чуть прошел, очень сильное раскаленное солнце. Вот, и поддержите видео лайками, комментариями вашими, любые комментарии пишите, потому что так устроен YouTube, нет комментариев, нет просмотров. Вот, а я, в свою очередь, вас заряжаю полезной информацией, эмоциями, солнцем, морем, пихтами, облепихтами, как всегда. Вот, вкусняшками, если это у нас все включено. Вот, по поводу покупки квартир в комментариях не пишите, пишите уже в личку. Под видео есть вся информация, доступны все удобные способы связи. Вот. Таиланд, Турция, Дубай, Россия. Купить или продать, если вам надо, все тоже пишите. Вот, я и мои менеджеры во всех странах вас будут сопровождать. Вот, все прямые контракты от застройщиков у вас будут. Вот, никаких агентских комиссий, все напрямую, прозрачно от нас, наоборот, только полезности всякие. Это оформление ВНЖ, если это резидентство, если это Дубай, сейчас открыть счетов в банке, ну и все юридические моменты, все тонкости. Мне вообще очень нравятся все вот эти драконы, все вот их национальные, скажем так, лепнины. Вот, это буддийский храм, их здесь много. Здесь еще есть такое место, где взрывают петарды. Вон, пойдемте посмотрим. Так, перед входом в храм здесь надо снимать обувь. Местные жители здесь молятся, цветы подносят. Так, ну это каждый может сделать. Ты берешь стакан, начинаешь его трясти. И вот какая-то одна палочка, и там твое предсказание будет. О, видите, такой. Фоткаешь, и потом где-то расшифровку там берешь. Так, смотрите, здесь Будды все обклеенные такой золотистой фольгой. Похоже очень на сусальное золото, но я думаю, что это не сусальное золото. Хотя может быть. Так, потом подходим к такому шкафчику. Вот смотрим номер 24 у меня. Берем бумажечку по номеру 24, сверяем, что здесь именно такой номер, фоткаем и переводим в переводчики. Так, ну естественно, чтобы у вас там все сбылось, надо донат оставить, чтобы вселенная замкнулась, что-то отдать, чтобы что-то пришло. Вот здесь как бы, ну, по желанию, ну, так работает закон вселенной, не отдашь, не получишь. Ну, очень красивые храмы, обстановка такая, знаете, не надо стоять в тишине, как себя тихо вести, свободная абсолютно. Так, вход здесь бесплатный, вообще в храм тоже вход бесплатный. Справа от входа, если смотреть, есть небольшой рыночек, и здесь же, если кому нужно, есть туалет. Бесплатный. Смотрите, здесь до сих пор продаются футболки с надписью «Металлика». Мое детство было в таких футболках. Так, вот здесь, кстати, есть банкомат, вон он там сбоку. Так, здесь же на территории много разных таких домиков, во все можно заходить, только без обуви и без купальников. Вот, женщине нужно покупать юбочки такие или штаны ниже колена. Ну, здесь есть что продаются. Мужчинам без разницы. Главное, чтобы шорты были и футболка. О, как здесь прохладно, если работает кондей. Все эти экскурсии, как экскурсии, продают в отелях. Вот. Ну, если у вас там несколько человек, вам проще там такси взять, скинуться и доехать. В Google вбивайте любую локацию, храм, еще все что угодно, и едете. Вот, Big Buddha, вот вчера я был, тоже ездил, вход бесплатный абсолютно. Если на байках ездить, то вообще отлично, у вас все дешево будет, в аренду сняли, поехали. Забыл шлепки снять, здесь надо тоже. Благовоние зажигают, очень приятно пахнет, обожаю вкус благовония, здесь, знаете, такой ненасыщенный. Просто вызываете себе такси, вот приложение InDrive. Еще Bolt есть, и еще третий какой-то. Ну там, когда в поисковик зайдете вашего магазина интернет, здесь приложение скачиваете, он вам сразу выдаст 3 приложения. Все, пользуйтесь, наличкой расплачиваетесь. Очень удобно. И ездите сами куда хотите. То есть здесь и сюда поехать, здесь же сразу можно захватить крокодилию ферму, с тиграми парк, с птицами парк. Все здесь в одной локации находится. Буд здесь, в принципе, тоже недалеко. Вот, то есть можно, если за один день очень много посетить.
локаций. Ну, если вы не любите самостоятельные такие путешествия, то, конечно, можно уже экскурсию, там, гиды взять. Или в любом ларьке выходите из отеля, их там вообще полно, везде всеми можно пользоваться. Все, без проблем ехать. Цену сравниваете, где лучше, выбираете и едете. Так, вот видите, женщины с голыми спинами еще нельзя. Штаны подлиннее. Так, и вот мне сейчас сделали замечание, кепку надо снять. Я и так, в принципе, снимаю, когда захожу. Но еще не успел снять, поэтому мужчинам кепочки снимаем. Как уважение к Будде. Так, ну Будда у них вроде бы не считается как богом, а у них он больше как учитель, по-моему. Вот если кто знает историю буддизма и все такие тонкости, напишите в комментарии снизу. Мы пролайкаем и все будем дружненько читать вашу историю. В этом здании можно подняться аж 3-й этаж и окинуть взор на храм Чалонг. Чалонг, прям так забиваете храм в Google и все, и находите локацию. Так, а вон, кстати, Биг Будда, где мы вчера были. Вам плохо, конечно, видно отсюда. Вот я сейчас приблизил на камере. Вон там. В принципе, тоже можно доехать. Относительно недалеко будет. Ну, вам сюда ближе всего будет, если отдыхать на пляже Ката, Корон. Вот, хотя из Камалы мы тоже доехали быстро, довольно-таки сколько, минут 40, наверное. Соответственно, если это Бангтау, то будет чуть-чуть подальше. Ну, все, в принципе, относительно. В течение часа, мне кажется, если до любой локации доберешься, там, так обычно 30-40 минут. Смотрите, можно заплатить, купить вот этих петард, их туда кидает, и сейчас начнется. Вот так вот. Это на самом деле очень громко. Пошел такой дым. Так, вот смотрите, я в Google прям вбиваю просто тигр. И он мне предлагает тигриный парк. И потом много еще чего здесь есть. Видите, попугайчики, слоны и удаленность показывает. 6 километров, 1,9. Вот. Очень много всего. И крокодили ферма, слоновья, тигриные. Все есть. Вот здесь вот можно принести пожертвования и взять себе палочки со свечками. Такое одеялко. И цветы. И все это туда в храм отнести. Вот, ну, мы очень любим благовонимся. Наши родители, друзья тоже любят благовония. Тоже положил пожертвования. 2 по 40 я положил, но это сам не важно. И взял вот себе друзьям. Будем дома зажигать. И они вообще практически не пахнут. Они такой легкий дымок дают. Это не сильно вонючие. В общем, эти петарды покупаются и бросают туда в знак благодарности. Вот если ваши молитвы были услышаны, или вы там что-то загадали. Здесь, я так понял, даже еще погадать где-то можно. Чтобы это все исполнилось, сбылось, в знак благодарности. Эти петарды взрываются, вот валит дым, чтобы все укрепить, усилить это и как бы поблагодарить Будду, веру. Чтобы... Ой, запах петард вообще обалденно, обожаю с детства. А вы пишите комментарии, обязательно поддерживайте. Все, мы поехали отсюда дальше. Вот, но сегодня у нас последний день. Так, хотелось, конечно, заехать в парк тигров, крокодилов и слонов и все вам показать. И самому видеть, очень люблю кошек, тигров зубастых. Ну, сейчас поедем на пляж, потому что завтра мы уже улетаем. Но очень хочется отдохнуть, полежать, релаксировать, купаться. Последний день от нас такси мы заказали опять на этом же сервисе. Ну и сувениры здесь тоже можно прикупить. Одежду себе. Какая хорошая машина нам попалась. Toyota Cross Corolla. По поводу культуры вождения, здесь все друг друга пропускают в основном. То есть, если кому-то надо проехать, тормаживают, аварийку включают и пропускают. И вообще, вот сколько мы ездим на такси, мне вообще комфортно, не страшно, нет такого, что их гоняют как сумасшедшие. Спокойно, размеренно едут. Но на машине безопаснее будет, чем на байке. Сейчас мы вернулись в наш отель. Кстати, ни разу в этом бассейне я так и не искупался. Лагуна я даже называю, и на крыше есть бассейн. Надо успеть. Все. Так, бассейн предыдущих видео я вам тоже, вот этот отель в предыдущих видео я вам показывал, заходите, тоже смотрите. Отель наш называется The Marine Phuket, Камала, здесь у нас массаж. Постоянно сюда ходим, вот с утра тоже ходить, здесь у нас сразу экскурсии. Вот, и мы даже успеваем еще на пляж сходить, видите, солнце как высоко. Так, кстати, по поводу этих проводов. Прям многие говорят, провода страшно, на самом деле здесь практически не замечаешь, ну, в частности, вот на Пхукете. Не так много, как-то они там с листвой срастаются, особо не видно. Здесь вообще они не напрягают. В следующий раз
в Таюс летаем, я вам там покажу, как там это все выглядит. Это наша Камала-Бич. Прощаться сейчас будем с морешком. Все, завтра мы завтракаем и улетаем обратно. Давайте заряд темперных, как всегда, морских. Я хочу вообще сейчас на камне сплавать. Смотреть, что там, может, крабов, рак, плей. Что будет, и рыбок посмотреть. Видите, море сегодня волнуется сильнее, чем обычно. Песок так баламутит прилично. А здесь шеф, который вот все время, он сам тоже обслуживает, встречает вечером. Он мне сказал, типа 100 бат за 2 штуки дает. Вот, мы сейчас пришли спокойно за 100 бат, за 2 шезлонга. Первую линию взяли. Так, ну что, я сейчас, в общем, направо вот так приплыл. Сюда здесь камни, уже внизу тоже живность какая-то появляется. Смотрите, какой здесь есть пляж под деревьями. Так, второй план дня, тенечек уже полный. Прикольно, так, как тихий пляж. Ну, пешком вот можно просто пройтись вот так вот. А я сейчас поныряю. Что найду, покажу вам, интересно. Лазит там. Кто-то там с сетями ходит. Так, смотрите, еще 2 гостишки такие прикольные нашел. Вот этому и вот здесь, вот смотрите как. Вот это я видел где-то на Google картах. Прикольно. Но здесь, видите, спускаешься и так вот через камни здесь особо не поплаваешь. Туда надо на пляжик спускаться, он тоже рядом. И так можно это рыбок сразу посмотреть. Спуститься и поплыть. Так, а вот это у нас оранжевое здание. Это новотель. Прикольно, здесь первая линия прям вышел и все. 2 шага, и ты на море. Я плыву от рыбок. Последний закат на море с манго-шейком. Очень вкусный, прям полюбил я их здесь. Прям уезжать совсем не хочется. Классно, хорошо, мне очень понравилось. 9 ночей у нас, 10 дней было. Все очень быстро пролетело, потому что постоянно экскурсии какие-то. Ну, у нас такие в основном они самобытные, самоходом. Приехали, очень много локаций, много чего посмотрели. Давайте вам сейчас таймлапс сделаю красивый. Пиво прям на ваших глазах вот так вот в море снял, как солнце ушло. Класс, да? Есть? Атмосфера передается, как всегда, да? Заряжайте, пожалуйста, комментарии. Все, наступил вечер. Последний наш вечер. А перед отъездом, смотрите, у нас такое фаер-шоу здесь обнаружилось. Иногда такие взрывы, прям огненные пламя такие в небо. Вот напротив кафе Дель Мар, ну возле него, на пляже такое происходит. Еще немного ночных волн вам вечерних. Я сейчас еще покупался после заката. Не вытащишь из воды. Так, ну давайте я вам покажу атмосферу вечером. Здесь у нас, если по пляжу пройтись, серединку, видите, такой есть Walking Street. Улица такая, где можно прогуляться, как бродвейчик такой. Тут сидеть в таких мягких пуфиках, в баре посидеть. Вот мы сейчас в одну из кафешек зайдем, поедим. Так, видите, можно здесь вечером гулять. Там вот много дальше кафе. Пальмы светятся. Музычка играет. Вон, видите, как прям туда идешь. Диджей на входе играет. Привет!
Давайте я быстренько вам по ценам покажу. Ну так, 200, 200, 300, такие цены. 240, чуть подороже, чем в тех кафешках, но тут более такие цивильные заведения. Так, я себе взял такой ананас, в ананасе курица, там креветки, рис. Ну, можно с курицей выбрать, можно с этим. Это 290 бат стоит, сейчас я вам покажу, сколько это. Получается 730 рублей на наши или 8 долларов. Ну, там было 5 долларов. В среднем такие цены, а дальше уже можно выбрать там лобстер, бургер. Здесь и европейская еда еще есть, макароны, бургеры, пицца, наверное, стейки. Больше по мясу, так, по всякому. И по напиткам. Смотрите, пиво 150, 120, там у нас 100 было. Ну, просто чуть-чуть подороже, а так все, в принципе, то же самое. Эти напитки легкие по 60. На 2,7 нажайте или на 3 там и потом округляйте. Давайте за наш последний вечер в Таиланде. Что было в Таиланде, остается на YouTube видео. Вот такой вот маленький ананасик мне принесли. Это блюдо, не знаю, может четвером есть. Карбонара и салат с креветками. Ну, мы вот сейчас посидели вот в это кафе. И что-то нам прям так атмосфера зашла. Видите, еще массаж можно сделать, прогуляться. Лежаки вот эти вот такие, пуфики на пляже, качели. И вот прям на празднике сейчас атмосфера Камалы. И вот сравниваем все и понимаем, что, блин, на самом деле здесь круче. Там вот нет такого, что прям кафе было у моря. Вот прямо у моря. Такого там ни на одном пляже, блин. Ну, это на Бангтау только есть этот клуб, бич-клуб, который я видел. Вот, больше там кафе не видел. Может, есть еще пару. Но здесь классно. Вот в Камале прям. Еще если взять отельчик, вот здесь на первой линии есть. Там тоже, кстати, есть не очень дорогие. Вот. Был вообще зачет. 5 баллов в Камале ставлю. Ну, всем пляжам ставлю 5 баллов, везде по-своему, хорошо. В предыдущих видео тоже анализ сделал сравнительно. В честь нашего отъезда. Салют, чем огромный такой. В честь приезда, кстати, тоже он был. Какой огромный салют. А вот такие маленькие фейерверки. А это прям мощно. Какой долгий салют, мы идем, а салют все не кончается, не кончается. Обалдеть. Здесь вот живая музыка. Это при отеле, ну, здесь в любой отель можно зайти и поужинать. Послушать живую музыку. Так, ну и мы сейчас налево прогулялись по пляжу, от 7-Eleven. Днем я вам здесь показывал, вечером нет. Видите, тоже лобстеры, кальмары, что-то типа уличной еды есть, фрукты, чего только нету. Курицу жарят, эти, там кафе еще. То есть здесь не только пляжем все дело ограничивается, там дальше еще разных пляжан сейчас ходила. В общем, разнообразие здесь полно, эксчейнджи, магазины. Видите, туда прям целая улица уходит, вот мы туда даже ни разу еще не ходили, потому что мы живем на правой стороне пляжа, ну, если на море смотреть. Так, рубрика «Что привезти из Тая себе, своим друзьям, родным и близким». Так, ну, смотрите, во-первых, всякие крема, бальзамы для спины. Вот эти тигриные бальзамы. У нас много друзей, много родственников, поэтому много всего везем. Это детям, шарики там всякие вкусные с этими орешками. Это чай пуэр. Должен быть очень вкусный, пару пачек взяли. Это, как у нас называется? Что мне подскажет. Вопрос зрителя. Как это? Нури. Нури. Тоже очень вкусно, они легкие. Потом это всякие конфеты. Есть очень вкусные. Есть с манго. Это с чем? С дурианом. С манго, с этим. Вот они вкусные, с кокосом. Вот это что такое, Жанна? Что это за желе? Конфеты желе, они все здесь очень вкусные. Так что и вот эти всякие тоже печеньки детям. Здесь палочки очень вкусные вот такие вот. То есть палочка, а сверху разные добавки. Шоколадные, клубничные. Так, что у нас тут еще? А масло. Веса у нас уже немного. Вот такие есть в больших бутылках. Масло для массажа разные. Тигрин бальзам вообще точно обязательно покупайте. Побольше упаковочки лучше берите. Видите, маленькие, а есть большие. 100 бат. Ну, это в аптеке, а в магазинах иногда дороже продают. А, ну вот палочки. А, вот это ром местный. Говорят, вкусный. Вот это белый кролик от отравления. Если вы отравились, лучшее средство. Потом. А это вот палочки арома зажигать. Вот это мы из храма прям взяли. Это тоже для массажа я себе взял. Вот, ну и все.
Так, потом, то есть вы там любите рыбки всякие, тоже стружка, она легкая, такая не очень вкусная, но потом попробовать можно взять. Кальмары тут очень вкусные, это у нас тоже полно, это я здесь купил погрызть. Кстати, прикольная остренькая штука. Ну и самое главное, чтобы хватило места в чемодане для всего этого. И вот у нас стал тот день. Прыгтоплян приехали, сейчас же все, уезжаем. Багаж ждали. Давайте последний взгляд на отель. Скажем, мотель пока-пока. Очень понравился мне. Рекомендую от души. Близко к морю. Отель классный. Лагуна. Место бассейна. Все, чемодан наши забрали. Все уже упаковали. И отправляемся домой. Так, что говорим, пока-пока мотелю. Бай-бай. И не забудьте вернуть депозит, бумажечку отдаете, забираете $100 свои. Я еще буду получать кэшбэк в аэропорту, 5%, НДС, возврат, вот это такс-фри. Ну и дрон впал, микрофоны. Такая приличная сумма выходит. Но мы добрались, мы на частном трансфере, и Fast Track у нас тоже Жанна оформила, чтобы скоростной проход сделать. Не стоять в очереди, отдыхать так отдыхать. Смотрите, что с собой нельзя проносить в аэропорт. Зажигалки, открывашки. Что там у нас? Ножи, пули, патроны большие. Ну и тюрьмы тоже больше, там 100 мл. Все забирают. Это все в чемодан кидаете. Ручной кладь по минимуму. Аэропорт выглядит здесь хорошо, прохладненько. Я хотел в шортах лететь, но одел сразу штаны. А в трансфере кондей. Здесь так тоже свежо, в шортах замерзнет. Ват, это у них налог так называется. В Дубае такой же. Здесь можно такс-фри вернуть. Так, и смотрите, товары, приобретенные на сумму менее 20 тысяч бат, не нуждаются. Здесь мне поставили печать, я отдал документы, мне в магазине там все оформили, сейчас уже убрал. И на стойке 15, там уже мне вернут деньги. Так, если кто вдруг не смотрел, смотрите выпуски, я показывал, купил микрофон DJI, вторую версию, и дрон Mavic Mini 4 Pro. По цене очень выгодно. Микрофон 30 тысяч рублей, хотя в России он там 38 на вид только стоит. И то не было, когда я улетал. Надо было ждать, а в магазинах официальных типа DNS под полтинник стоит. Ну и дрон, то здесь, если что, можно все закупать, как и в Дубае, то есть хорошие цены. Здесь еще и плюс НДС можно вернуть, ват. Ну местный, здесь НДС другой, 5%, но все равно большую сумму у вас прилично получается на круг. Так что пользуйтесь. Это с собой берите, упаковывайте так же, как вы купили. Я там все положил в пленочки, все, чтобы, ну, вопросы не задавали, посмотрели, и все, и быстренько отдали. И при покупке в магазин тоже говорит, что вы хотите такс-фри вернуть, вам сразу заслонят и паспорт, или фото паспорта. В багаж нельзя класть, телефоны даже, ноутбуки. Вот, то же самое имеет большую емкость батареек и могут вытащить и оставить здесь в аэропорту. В лучшем случае вас вызовет. У меня родители так летели из России в Турцию, прилетели, у них записочка внутри. Мы ваш пауэрбанк забрали, можете забрать в течение такого-то количества дней. А за остальные дни идет доплата. В общем, если вернуться после 2 месяцев, а мы в Турции жили, они 2 месяца с нами, там уже этот пауэрбанк будет стоить столько, что просто забываешь про него и все. Поэтому оставляйте в рюкзаке с собой вручную кладь. В чемоданах не кладите. Но у меня там DJI микрофон первой версии, там как бы встроенный идет пауэрбанк такой небольшой емкости. Надеюсь, что вызовут. Не успел я даже что-то забрать, он уехал в чемодан. Вот, и вторая версия у меня с собой. Еще один дрон там, но батарейки с дрона я вытащил сразу. Поэтому уже знаю, их точно забирают, они большую емкость. Смотрите, вот там очередь, вам покажу так аккуратненько. У нас Fast Track, поэтому мне надо стоять в этой очереди. И здесь тоже не надо стоять, тоже Fast Track. Так, Fast Track у нас 2500 бат, на человек получил 6 тысяч рублей. Слушай, я вам скажу, очередь приличная, там у нас змейка идет. Так, здесь ноутбуки достаете, пауэрбанки достаете. Воду у меня отобрали, в коем-то веке никогда не отбирали. Мне всегда везло. Ну ничего страшного, сейчас мы в бизнес-зал Тинькофф пойдем, тоже бесплатно будет. Сейчас расскажу вам. И что еще? Здесь тапки надо снимать, все надо снимать. Так, а в стоимость этого фаст-трека еще и бизнес-зал, оказывается, входит. Жанна мне сказала, а Тинькофф там другой бизнес-зал, он похуже чуть-чуть. Так, и вот здесь ват получаем. Денежку у нас. Так, ну вот смотрите, товар у меня никто не проверял. И 62 бакса мне вернули. Хотя по курсу 2600 бат, это сейчас $72. Ну, смотри, в каком курсе читать, конвертер, он там Центробанк берет. Здесь как бы обратные, они берут типа по продаже бат. Вот, она спрашивает, баты вам или доллар, дайте доллары. В общем, $62, на дороге не валяется, нормальная сумма. Поэтому пользуйтесь, такс-фри, не пренебрегайте. Вот, я сейчас еще нафоткал этой такс-фришки, вам в телегу выложу. Заходите, посмотрите, почитайте там про золото, сказано, про украшения, что покупаете, какие нюансы, там, переводчик закидывайте фотку, и все, и пользуйтесь. Вон очередь там, вот видите, вон там, ну так, минут на 30-40. Если все вместе брать, ну да, так и будет примерно.
Так, и вот у нас бизнес-зал, который входит в стоимость фаст-трека. Ну, как короли, смотрите, у нас целая вип-зона. Вот, ну, можно еще здесь посидеть, вот здесь. Здесь блюда. Давайте сразу вам поснимаю, что здесь можно трапезничать, напитки, все включено. Еда тоже включена, овощи, закусоны, что такое у нас. Том-ям, супчик, смотрите, пожалуйста, кто не успел насладиться. Можно в аэропорту насладиться. Это у нас курица, хау-мангай. Это спагетти. Здесь горячая курочка, рис, пожалуйста. В холодильнике тоже фрукты, десерт. Арбуз здесь очень вкусный. Драгоний фрукты, какие-то салаты. Так, здесь супец у нас, крем-суп, машрум, суши даже в аэропорту, ну смотрите. Там вообще изыски невероятные, цветы, пожалуйста. Это еще закусонка, десерты, креветосы. Hello. Саватикап. Я уже выучил саватикап. Здравствуйте, капун-кап. Это спасибо. Но тут, когда мужчина говорит или женщина по обращению, там, мужчина, когда говорит П, до конца добавляют, а когда женщина не добавляют. Так, смотрите, бар еще есть. Здесь, в общем, есть все, что хочешь. Виски, джин, тоник, кола. Коктейль можно сделать. Винишко есть. Вот, смотрите, даже это декупинаж, они там это делают, чтобы это дышало. Я уже забыл декупаж, что бармен работает. Пиво чанг разливное. А есть чумайот, но он платный. 1800 бат, но это не нужно. Легкие и крепкие напитки вполне достаточно. По оригинальности хочу посмотреть. А, ну да, эти джек оригинальный. Даже водка есть. Чем и виски, все есть. Я не пью. 4 месяца не глотка пива. Даже пока и не хочется. Вот. Очищаем организм. Кофе, прям зерновой. Hot water, пожалуйста. Чаек можно заварить себе, пару джусов. Вот, это входит в стоимость фаст-трека у нас. И про Тинькофф сейчас скажу. В общем, с Тинькоффом пользуйтесь. Оформляйте себе там этот, я уже забыл, как называется по-русски. Ну и, короче, VIP-тариф. Вот, 2000 что-то в месяц стоит. Вот, но там идут повышенные ставки, если у вас накопительный счет, то много процентов добавляется, это все компенсируется с лихвой, вы даже больше зарабатываете, чем тратите. И плюс проходы, 2 прохода в этот VIP-залы почти во всем мире. Где-то через приложение надо, где-то через Тинькофф. Ну еще там поддержку пишите, они вам делают. Вы оплачиваете, и эти деньги потом вам возвращаются. Ну, специальный зал, они указывают какие. Вот очень удобно, получается бесплатно. То есть, ну, 2000 в месяц это вообще ерунда. Я говорю, процентами они возвращаются, повышенный процент на депозит идет, вот так поподробнее. Вот, все, пошел я. Пользуйтесь, не благодарите, просто лайком, комментарием. Ядрен батон, смотрите, здесь массаж в аэропорту делаю. Обалдеть, вот это Таиланд. Так, ну вы знаете, я большой любитель массажа, поэтому массаж мимо меня не проходит. И вот это вот вообще, знаете, здесь же этот король, да, правит. Ой, хорошо правит такой. Поэтому я люблю массаж. И в аэропорту мне делают массаж, это обалденно, конечно. Причем бесплатно, по-моему. Слушайте, ну вообще шикарно. Бесплатный массаж в бизнес-зале. Ну, я, естественно, чай дал там пару долларов. Если хотя массаж стоит, по-моему, 5. Ну, 6-7 баксов. Полноценный часовой. Так, взял себе еще том-ям грибной. И суши немножко, но я не голодный, потому что мы очень плотно позавтракали в отеле. Вот обзор завтрака в видео есть, все в плейлисте. Если это какое-то отдельное видео, то подписывайтесь. Обязательно в плейлист заходите, там все видосы, очень много полезной информации. Как оплачивать, какие места посетить, очень классные места. У нас прям активно насыщенная была вся поездка. Каждый день по 2 локации, плюс еще квартиру вам там показал, застройщиков разных. Вот. Все застройщики проверенные, у вас будут прямые контракты с застройщиком, кто не знает, занимается недвижкой. Таиланд, Турция, Дубай, Россия, хотите купить или продать, обращайтесь, под видео вся информация. Вот. Лучший менеджер вас будет сопровождать в поездках. Все, как я сказал, прямые контракты будут с застройщиками, у вас от нас только наоборот полезности, у вас будет открытие счетов, там помощь, оформление ВНЖ, резидентство, все документы, все проверено. И потом управление можно недвижку тоже взять вашу, в аренду сдавать. Вот, можете как для инвестиций купить, так и для себя, там какое-то время самому приезжать, а в остальное время сдавать, допустим. Так что так вот обращайтесь. Поддержите видео обязательно лайками, комментариями. То в комментариях напишите квартиры сразу вот под видео по ссылкам, да, все удобные способы связи есть. Все, приятного всем аппетита. У меня сок апельсиновый, еще какой-то яблочный.
трапеза. Том-ям есть невозможно, я просто пол-ложки попробовал, он острый, пипец. Так, подписывайтесь еще в Телеграм. Есть у меня 2 Телеграма, и мой, и Телеграм, который по недвижке. Вот. Вся информация здесь онлайн. Много полезностей всяких. Есть духи, напитки, все что хочешь. Ну, по ценам даже не буду вам снимать, примерно все обычно одинаково стоит. Где-то чуть дешевле, где-то чуть дороже, акции, облигации всякие. Subway, и снизу перекусить есть. Большой довольно-таки аэропорт, видите. Что-то забыли купить, здесь тоже духи, масла, эти тайские все есть. Но сейчас подороже, поэтому заранее лучше там в городе все покупайте. Здесь ценник почти так раза в 2 на все эти масла. 1,5, может быть. Эти все продают, ларьки здесь стоят. И вот такая большая очередь на наш самолет. Посадку уже открыли. Обалдеть, какой у нас лайнер будет гигантский. Мы летим Аэрофлотом. Должны были лететь Red Wings. Жанна купила билеты другие на Аэрофлот. Все-таки ниже нашего борта. А, вот SkyTeam Аэрофлот. Багаж загружает нас. Большой самолет будет. У нас через рукав проход без автобуса. Море, кстати, отсюда видно. Так, мы взяли эти места улучшенного вида. Вот здесь будем сидеть. Так, здесь у нас в комфорте USB-шники есть. Проверим, работает, нет, розетки. Потом такая выдвигается с одной ноги. Вот так там, почти как видите, это комфорт пластик улучшенный. Планировки. Столы здесь выезжают. А, это телевизор даже. А стол где? Короче, это стол, телевизор в одном. Горячий как самолет. А нет, стол здесь с другой стороны вот так вот выезжает. Так, давайте посмотрим, что у нас в пакете. Это что-то беруши, тапочки. А, тапочки ходить по самолету. Глаза закрывать. А, еще помада. Еще наушники такие в пакете. И журнал. Так, зарядочку проверил. Все работает, заряжает. Так, ну смотрите, поскольку у нас комфорт класс, здесь обслуживание по меню. Можно 2 раза поесть. Вот первое обслуживание, второе копченый лосось. И потом там куриная грудка, основное блюдо. Или на выбор лосось, панцеротти со шпинатом и десерт чуть фруктовые пирожные, булочки. И второе обслуживание, копченая утиная грудка, цукини, паста и на выбор или курица. Потом напитки, белое вино, жигули барная, газированная, негазированная вода в ассортименте, морс. Мой любимый, люблю морс, чай в ассортименте. Ну и все на английском дублируется. Ну и сейчас еще носили, как только мы сели, соки, воду прям сразу. Жажду утолить. Так вот снизу висит кнопочка, одна откидывается, спинка ездит так вверх-вниз вместе с креслом, а нижняя это вот это атаманка, так называемая, ну это автомобилисты так называется, под ноги специальные штуки. Мы ездили на пляж Майкао и самолеты садились в этом месте. Сейчас, получается, мы взлетали в этом месте. Так, смотрите, здесь можно кино посмотреть, можно фильмы, передачи, потом игры даже вроде есть какие-то, как джойстик, это все управляет и показывает время. Высота у нас 9000 метров, скорость 530 км в час. И 10 часов 2 минуты лететь, ну сейчас летим почти 11 часов летели. А туда мы летели, по-моему, 8 часов 30 минут. Давайте вам небольшой обзорчик сделаю туалета комфорт-класс, потому что мне тут понравилось. Зубные щетки, пасты есть, мыло, еще всякие боди-лосьон. Что там еще? Салфетки. Ну, мне кажется, как в бизнес-классе, прям сенсорные датчики. Вот что присмоняк. Комфортно довольно. Мне кажется, на бизнесе комфортно. Ну что, у нас первый прием пищи. Смотрите, здесь у нас лосось, салат,
На выбор курица, рыба и еще что-то с шпинатом и грибами. Также салфетка с приборной, десерт пирожное. И хлебушек такой горяченький, вкусный, мягкий. И на выбор там морс, соки, кола, фанта, спрайт, вино, там еще что-то. Всем приятного аппетита. И у нас второй прием пищи. С пюре, еще рыба, цукини, какой-то.